Думаете, веганство – это строгая диета? А что, если я скажу вам, что есть система питания, по сравнению с которым веганство – это просто детский лепет? Диета, где под запретом не только мясо, но и, казалось бы, совершенно невинная картошка, чеснок и даже мед. И нет, это не новый тренд из Кремниевой долины, а древний закон, которому уже 1000 лет. Что может быть общего у монахов, которые метут перед собой дорогу специальной метелочкой, и у лайфхака для студентов, как сэкономить на еде? Ответ, как ни странно, кроется в обычном луке. И это история о религии, где принцип ненасилия доведен до такого абсолюта, что он полностью меняет само представление о том, что мы едим. Сегодня я раскрою вам тайну самой строгой диеты на планете и узнаем, почему для ее последователей даже сорванный с ветки помидор – это серьезный моральный выбор. В самом сердце Индии, среди всего его невероятного многообразия, существует одна из древнейших религий мира – джайнизм. Сегодня ее исповедуют около 6 миллионов человек в Индии и еще несколько сотен тысяч по всему миру. Казалось бы, не так и много, но их влияние на философию и культуру Индии просто огромное. Для джайнов наш мир – это не просто набор живых и неживых предметов. Для них абсолютно все обладает душой, или, как они говорят, дживой. Камни, вода, огонь, растения и, конечно же, животные. Все это живые одушевленные существа. Именно из этого убеждения рождается главный фундаментальный принцип джайнизма – ахимса. Это слово санскрита часто переводят как «ненасилие», но его смысл гораздо глубже. Ахимса – это активное, всеобъемлющее сострадание ко всему живому. Это запрет на причинение вреда любому существу, не только делом, но даже словом и мыслью. Вы наверняка видели изображения джайнистских монахов. Некоторые носят белые повязки на рту и держат в руках мягкую метелочку. И это не просто аксессуары. Повязка нужна, чтобы случайно не вдохнуть и не проглотить мошку. А метелочкой они аккуратно спитают с дороги насекомых, чтобы, не дай бог, не наступить на них. Для джайна каждое живое существо, от слона до микроба, это священно. И этот принцип определяет абсолютно все в их жизни, но ярче всего он проявляется в том, что лежит у них на тарелке. Вот мы и подобрались к главной загадке. Веганы не едят мясо, рыбу, яйцо и молочку, потому что их производство связано с эксплуатацией и убийством животных. Это логично. Но почему джайны, самые последовательные вегетарианцы в мире, отказываются от лука, чеснока и картошки? Это же просто овощи. А ответ, как и вся философия джайнизма, очень многослойный и уходит корнями в ту самую концепцию ахимсы. Первое объяснение самое очевидное. Лук, чеснок, картофель, морковь, свекла – все это корнеплоды. Чтобы их съесть, нужно вырвать растение из земли с корнем. С точки зрения джайнизма, это акт прямого насилия, по сути убийство. Растение погибает, а вот плоды, которые растут над землей, яблоки, перцы, кабачки, можно сорвать, не убивая само растение. Оно продолжит жить и давать новые плоды. Поэтому джайны едят именно такие овощи и фрукты, а в идеале то, что созрели и сами упали на землю. Это минимально возможно насилие над живым существом. Но есть и вторая причина, куда более сложная. Джайны верят, что все живые существа или дживы делятся на категории в зависимости от того, сколько у них органов чувств. У людей и у животных 5, у насекомых от 2 до 4. А есть существа с одним единственным чувством – осязанием. К ним относятся растения и микроорганизмы, которые живут в земле, воде и воздухе. Так вот, согласно джайнистским текстам, корнеплоды, особенно лук и чеснок, это дом для бесчисленного множества таких микроскопических душ, которые называются нигодха. Такие растения называют анантакая, что значит содержащие бесконечное число жизней. Выкапывая и разрезая одну луковицу, человек уничтожает не одну жизнь, а целые миллиарды. И каждое такое убийство, пусть и невидимое глазу, утяжеляет карму. И вот что поразительно. Джайны говорили о существовании микроорганизмов за 1000 лет до изобретения микроскопа. Для них это была не научная гипотеза, а духовная реальность. Поэтому они до сих пор фильтруют питьевую воду, чтобы не проглотить микробов, и стараются не есть после заката. В темноте ведь выше риск случайно съесть какое-нибудь насекомое. И, наконец, третья причина связана с тем, как еда влияет на наше сознание. Как и в аюрведе, в джайнизме пища делится на категории. Лук и чеснок относятся к тамасичной еде. Считается, что они пробуждают в человеке не самые лучшие качества – гнев, агрессию и мешают сосредоточиться на духовной практике. А поскольку главная цель джайна – очистить душу и разум, чтобы достичь просветления, такая еда становится прямым препятствием на этом пути. Это пища, которая приземляет, а не возвышает дух.
Так что отказ от лука – это не просто какой-то диетический каприз. Это целое комплексное решение, которое стоит на 3 китах: физическое ненасилие, не убивать растения; микроскопическое ненасилие, не вредить микробам; и духовное ненасилие, не вредить собственному сознанию. Запрет на корнеплоды – это не только верхушка айсберга. Логика Ахимсы распространяется и на многие другие продукты. И вот тут можно по-настоящему удивиться. Например, джайны не едят мед. Почему? Потому что его сбор – это насилие над пчелами, у которых отбирают их пищу и разрушают их дом. Под запретом также грибы и дрожжи. Грибы считаются паразитами, которые растут на других организмах. А дрожжи – это, по сути, живые микроорганизмы. Поэтому традиционный дрожжевой хлеб и любые продукты брожения, вроде квашеной капусты или пива, также исключаются. Сам процесс ферментации – это бурная жизнь микробов, которые джайнизм старается не провоцировать. Даже некоторые овощи, которые растут над землей, оказываются под вопросом. Самые строгие последователи избегают баклажанов, например, того же самого инжира. Причина – в них содержится огромное количество семян, а каждое семя – это потенциально новая жизнь. Уничтожать столько потенциальных жизней ради одного плода – это непозволительное расточительство с точки зрения вселенского закона. Алкоголь, разумеется, тоже строго запрещен. И это не только потому, что он затуманивает сознание, но и потому, что этот продукт жизнедеятельности все те же микроорганизмы. Воду, как мы уже поняли, тщательно фильтруют. А самые аскетичные монахи вообще не готовят себе еду. Ведь даже разжигание огня может случайно убить насекомых, которые слетаются на свет и тепло. Поэтому они живут за счет подаяния от обычных людей, которые кормят монахов, зарабатывают себе хорошую карму. Да, со стороны может показаться, что джайна – это сплошной список нельзя, но для самих последователей этой веры все эти правила не бремя, а осознанная практика. Практика сострадания, осознанности и огромной ответственности за каждое действие. Все эти диетические ограничения служат одной единственной цели – очищению души от кармы. И вот тут важно, в джайнизме карма – это не просто абстрактный закон, что посеешь, что и пожмешь. Это вполне материальная субстанция, мельчайшие частицы, которые буквально налипают на душу в результате любого действия, совершенное под влиянием страсти, насилия или невежества. Эта кармическая материя утяжеляет душу, заставляет ее снова и снова перерождаться в мире страданий. Цель жизни джайна – достичь мокши, то есть полного освобождения из колеса перерождения и возвращения души в ее изначально чистое и всезнающее состояние. И путь к этому освобождению лежит через сжигание старой кармы и прекращение накопления новой. Вот почему ахимса так важна. Каждое проявление насилия, даже самое крошечное, это новый слой кармической грязи на душе. А каждый акт сострадания и воздержания – это шаг к ее очищению. Поэтому для джайна выбор еды – это не вопрос вкуса или калорий. Это ежедневная духовная практика, где каждый съеденный или не съеденный фрукт имеет поистине вселенское значение. Это постоянное напоминание себе о том, что ты есть часть огромного живого мира, и твоя задача пройти по нему, причинив как можно меньше вреда. В нашем мире сегодня все больше людей задаются вопросом, а правильно ли я питаюсь? Не с точки зрения калорий, а с точки зрения совести. И оказывается, что джайны задали себе этот вопрос еще 1000 лет назад и нашли на него, как вы понимаете, свой конкретный ответ. И раз мы уж говорим о таком осознанном отношении к еде, я помню, что многие из вас давно просят мне рассказать о моем собственном опыте вегетарианства. Я обещала, и я не забыла. 16 лет без мяса, и за этим стоит своя история. Совсем скоро в рубрике «Вопрос и ответ» я расскажу все честно и подробно. Как это началось, через что я прошла и что я думаю об этом сейчас. Не пропустите. Сегодня мы разобрались, что джайны едят, а что нет. Но остался еще один вопрос, который напрашивается сам собой. А как едят индийцы в принципе? Знаете ли вы, что 1 миллиард с лишним человек каждый день садятся за стол и берут еду не вилкой и даже не палочками, а просто руками? И это не потому, что так проще. За этим стоит своя древняя философия, почти такая же глубокая, как та, о которой мы сегодня с вами говорили. Плюс особая посуда, которая сама по себе является произведением искусства. Я уже сняла об этом отдельное видео, ссылка прямо сейчас на экране.
Там вас ждет не менее удивительная история. Если вас так же, как и меня, впечатлила эта древняя мудрость, и вы узнали что-то для себя новое, обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Здесь мы говорим о самых невероятных идеях, культурах, традициях, которые делают наш мир таким, какой он есть. И мне очень интересно, что вы думаете? Напишите в комментариях, что вас больше всего поразило в диете джайнов. Готовы ли вы отказаться от лука и чеснока во имя ненасилия? Давайте обсудим. Спасибо за просмотр и до новых встреч!